Приветствую вас, друзья! Сегодня утром рано еду в город Мюнхен. Собралось у меня достаточное количество монет, и решил я отвезти их в компанию NGC, заслабировать. Буду ехать вот на этой скоростной ракете. И хоть поезд скоростной, но ехать, тем не менее, достаточно долго. 4,5 часа. Местами мы едем очень быстро. Ну вот смотрите, какая скорость. Но, тем не менее, все равно 4,5 часа. У меня будет достаточно много времени до встречи в компании NGC. И я решил вот сначала заехать вот сюда. Благо, это всего лишь в 10 минутах ходьбы от вокзала. Это исторический центр города, Мариенплац, на площадь, на которой находится новая городская ратуша, старая городская ратуша, исторические здания, церкви. Невероятно красивое место. Покажу вам, как это все выглядит вживую, расскажу. Погуляем там немного, потом поеду в компанию. После этого у меня будет еще достаточно много времени, у меня поезд только вечером назад. Поэтому планирую еще зайти в несколько интересных мест и, надеюсь, вам все это покажу. Ну вот, друзья, я в центре Мюнхена, возле новой городской ратуши. Потрясающее здание. Здание было построено в 1905 году в популярном тогда стиле неоготики. Архитектором был Георг фон Хаубериссер, которому было всего 25 лет, когда он представил свой проект. Здание очень большое, в нем находится более 400 комнат. Также в этом здании работает более 600 городских служащих. И многие исторические помещения открыты для посещения. Купив билет за 7 евро на лифте, можно подняться на смотровую площадку в башне ратуши и насладиться великолепными видами города. Фасад новой ратуши особенно впечатляет и притягивает взгляды. Длина здания составляет почти 100 метров. И на нем достаточно много места для декораций разнообразных игровых фигур. От основателя города Генриха Льва и до почти всей династии Виттельсбахов. Главный фасад демонстрирует самый обширный княжеский цикл в немецкой ратуше. Также на здании ратуши присутствуют аллегорические изображения святых и легендарных персонажей. На шпиле башни стоит мюнхенский ребенок. Его создал Антон Шмидт, моделью для которого послужил его 9-летний сын Людвиг. На углу Винного пути на левой стороне ратуши могучий черный дракон напоминает об угрозе чумы, которая когда-то накрыла город. В центре площади Мариенплац на Марианской колонне возвышается Золотая Богоматерь, покровительница Баварии, которая охраняет город и Баварию. Мария держит на руках младенца Иисуса и стоит на полумесяце, а 4 храбро сражающихся путти у основания Марианской колонны символизируют победу Марии над голодом, драконом, войной, львом, чумой, Василиском и ересью, змеей. Колонна была построена в 1638 году по приказу курфюрста Максимилиана I. Колонна высотой 11 метров из тегернзейского мрамора. По правой стороне городской ратуши установлен фонтан. История фонтана восходит к средним векам. Первоначально здесь располагался рыбный рынок. Свой нынешний облик фонтан приобрел в 1954 году. Кстати, а вы знали, в Мюнхене есть ритуал мытья кошельков в фонтане. Представители города и жители Мюнхена опускают свои кошельки в рыбный фонтан, надеясь на финансовое благополучие. Говорят даже, что сам мэр города моет там кошелек, надеясь на финансовое процветание Мюнхена. Справа от новой городской ратуши в конце площади сохранилось историческое здание старой ратуши, которое, конечно, смотрится очень скромно на фоне своего помпезного соседа. Друзья, к сожалению, время летит очень быстро, и мне уже пора двигаться в сторону компании NGC. Не успел я показать все, что хотел, но, надеюсь, после посещения компании продолжим наше путешествие по Мюнхену. Друзья, вот в этом здании находится офис компании NGC. Вот в этом здании. Вот я приехал, привез монеты. Сейчас пойду отдавать.
И через целых 3 месяца они вернутся назад. Ну вот, офис компании NGC прямо перед вами. Вот он. Пойдем дальше. Вот это вестибюль помещения. На вот этом лифте нужно подняться на следующий этаж, и там будет офис. Друзья, вот передо мной дверь компании NGC. Мне нужно дождаться моего термина, назначенной встречи, и я пойду сдавать туда монеты. Сижу в компании. Монеты приготовил, документы приготовил. Сейчас монеты переложу вот в эти пакетики, подпишу документы, и можно будет сказать, что это все. Монеты сложены, документы подписаны. Жду менеджера, который должен забрать у меня эти монеты, подписать документы. И после этого иду гулять по Мюнхену дальше. Процедура заняла всего 10 минут. Вон там впереди, за светофором, белое здание. Вот там на первом этаже находится магазин по продаже монет. Сейчас схожу, посмотрю, что там есть. Друзья, целая Мюнц-галерея. Магазин большой, внутри много монет. Поснимать внутри не дали. Но скажу, что хороших монет в магазине я не нашел. То есть, в принципе, они есть, монеты. Но по разным причинам то состояние не очень, то цена высокая. Вот раньше еще обрамляли монеты всякие брелоки, подвески и носили как украшение. В Германии достаточно много такого всего. Монеты разные, на любой вкус. Но я ничего не смог найти достойного. Хотя монет было много. От самых недорогих до монет, которые стоят несколько тысяч евро. Ну, к сожалению, магазин не порадовал. Очень красивое здание в стиле необарокко, дворец правосудия. Здесь, кстати, находится еще и фонтан. К сожалению, сегодня он не работает. А вот так выглядит фонтан, когда он работает. Дальше, друзья, я собираюсь пойти в Мюнхенскую резиденцию. Это большой дворцовый комплекс, историческая резиденция герцогов, курфюрст и королей Баварии из династии Виттельсбахов. Друзья, иду вот в это место. Хорошо виден Хофгартен, парк в стиле барокко. Заложен он был еще в далеком 1613 году. Над парком на севере, вверху, расположен дворцовый комплекс Мюнхенская резиденция. В центре находится площадь Одеонсплац. Площадь достаточно старая, построена была еще в конце 700-х годов на месте старой городской стены. Еще площадь известна тем, что здесь была финальная часть так называемого пивного путча в Мюнхене, когда Гитлер со своими приспешниками в ноябре 1923 года пытались свергнуть демократию и правительство Веймарской республики. Здесь было столкновение с полицией, и были погибшие с обеих сторон. После этого Гитлер был арестован. Вот это вход в парк, который находится рядом с дворцовым комплексом. Это сам дворцовый комплекс. И почему я сюда пришел? Потому что в этом дворцовом комплексе находится грандиознейший музей, в котором есть очень интересное место. Там есть Мюнц-галерея. То есть там выставлено огромное собрание монет, денежных знаков, банкнот. И я очень хочу туда попасть и посмотреть на это все. На площади справа расположена красивейшая католическая церковь Святого Каэтана. Ну и смотрим мы церковь Святого Каэтана, которая на площади Одеонсплац находится. Настолько я спешил в Мюнц-галерею, что я даже забыл о том, что надо было бы поснимать, как все это выглядит снаружи, как я туда дошел, как билеты покупал, но, к сожалению, ничего не снял. Вот, поэтому забежал вот сюда, сейчас я нахожусь уже в этой Мюнц-галерее. К сожалению, даже не поснимал помещение, поэтому пока вы смотрите на красивейшие медали 17-18 веков,
я вот пока делаю это вступление. То есть помещение не такое большое, там всего лишь было 4 комнаты, в которых были выставлены монеты, медали, в основном монеты. Очень много потрясающих монет, монеты в шикарном состоянии, в основном все в пруфе. Ну, сейчас мы все это детально посмотрим. Но, к сожалению, сами помещения я не снял. Вот, как-то почему-то я об этом не думал, когда увидел монеты. Глаза разбежались. Вот здесь выставлены несколько шикарных, красивых мюнс-кабинетов в дорогом исполнении, переделанные из китайской, японской мебели. Все это инкрустировано металлом, золотом. Ну, богатые люди могли себе позволить мюнс-кабинеты, которые по современным меркам, наверное, стоят некоторых коллекций. Это стенд с монетами Королевства Бавария. От Королевства Бавария до конца Немецкой империи. Монеты все в исполнении пруф. Монеты потрясающие. Столько баварских монет в состоянии пруф я никогда не видел. В музее заявлено, что у них более 300 тысяч экспонатов. Но здесь было выставлено, ну, на мой взгляд, возможно, около 1000 монет, возможно, меньше. И какое-то количество медалей, тоже, наверное, там под 1000 штук, всевозможных разных. Но медали я практически не снимал, так как спешил. Снял только монеты в основном, и то тоже не все. Поэтому наслаждайтесь шикарными монетами в редчайшем состоянии. Монеты как золотые, так и серебряные. На других стендах будет много монет более ранних периодов. Монеты будут разных немецких княжеств, немецких городов, от очень старых до монет 18 века, 19. Это все Бавария. Ну вот стенд заканчивается империей. На этом стенде монеты, начиная с X и заканчивая XVIII веком, всевозможных королей, государств, епархий, городов. Здесь и дукаты, и талеры, и гульдены, и кройцеры. И клипы, вот как вы видите. Очень много монет в потрясающем состоянии. У богатых людей были возможности получать монеты сразу после чеканки, поэтому монеты в потрясающем сохранении, очень много в пруфе. После осмотра стенда можно будет сравнить уже сами монеты с описанием их. То есть на стенде есть номера у каждой монеты, и в описании тоже, соответственно, можно найти номер, почитать, что за монета. Потому что, естественно, всего знать невозможно. Проверяйте свои знания, смотрите. На этом стенде представлены монеты имперских городов. Монеты города Аусбург, города Нюрнберг, Регенсбург. Здесь уже больше намного талеров, ну хотя достаточно много золотых монет. И гульдены, и дукаты, и двойные талеры. Монеты тоже потрясающие, в идеальном сохране. Таких монет, конечно, наверное, больше нигде не увидишь.
Ну, может быть, где-то есть. Но в таком сохране, конечно, найти монеты – это крайне сложно. Потрясающее собрание монет. Хотя на сайте Мюнхгалереи указано, что монет около 8000, но здесь выставлено намного меньше, конечно. Возможно, экспозиция меняется, в разные периоды выставляют разные монеты, но когда я был, были вот именно только эти монеты. Но этого увиденного тоже хватило, впечатлений было много. Есть монета в виде клип. На этом стенде монеты различных немецких городов и также различных епархий. Тоже монеты все в прекрасном состоянии. Глаза разбегаются от увиденного. Монеты 16-18 веков в потрясающем качестве. В общем, было на что посмотреть. Поэтому будете в Мюнхене, рекомендую. Здесь представлены монеты немецких городов и земель 17-19 век. Ну и, естественно, чем более молодая монета, тем, конечно, она прекраснее выглядит. Ну, я смотрю, здесь выставлены почти все монеты в пруфе. Шикарные монеты. Еще один стенд с польскими и российскими царскими медалями. Ну и состояние тоже видите сами. Ну и, конечно, после осмотра Мюнхгалереи я еще сходил в музей сам. Музей очень огромный, за один день его обойти нереально. Там более 320 комнат, по-моему, если я не ошибаюсь. А у меня было буквально несколько часов.
поэтому это было очень быстро. Забежал в сокровищницу, там потрясающие вещи выставлены, более 1200 вещей, но заснял я буквально несколько штук для того, чтобы показать в этом ролике, иначе все это было бы очень долго. Атрибуты, предметы королевской власти королей Баварии. Королевская корона, шкатулка для печати королевской, очень красивый скипетр. Да, в принципе, все предметы выглядят просто потрясающе. Самое интересное, что эти предметы ни разу не использовались по назначению. Ни один баварский король в силу политических событий того времени не носил публично корону, и все эти предметы использовались только в церемониальных целях. То есть они возлагались на подушки и не одевались. Корона королевы Баварии. И церемониальный меч с портупеей. Все предметы были изготовлены во Франции к коронации первого короля Баварии, Макса I Иосифа, и были заказаны во Франции у самых известных мастеров. Еще одна великолепная вещь, очень красивый кубок. Кубок выполнен из серебра с позолотой. На нем огромное количество рельефных изображений, эмали. Потрясающая вещь, очень тонкая работа. Красивые вещи делали в то время. Статуэтка рыцаря Святого Георгия. Статуэтка была создана как реликварий. Какие-то реликвии в ней хранились. Золото, эмаль, позолоченное серебро, много алмазов, рубинов, изумрудов, горного хрусталя и других драгоценных камней. Тоже потрясающая работа. Выглядит просто нереально красиво. Вещь была создана где-то приблизительно между 1586 и 1597 годами в Мюнхене. А высота у статуэтки 50 сантиметров. Потрясающий гарнитур, который включает в себя корону королевы, браслеты и ожерелье с сережками. Не могу сказать, что это за ордена, хотя там есть бирочки, но просто не было времени все это изучать и читать. И внизу лежит шикарная цепь с мечом. В этом зале представлены портреты династии Виттельсбахов. Красивейшее помещение антиквариум использовалось для хранения статуй, скульптур, барельефов. Маленький кусочек Ватиканских музеев, я бы сказал. Очень похоже. Тоже красивое помещение. Огромное церемониальное помещение. Но в принципе Баварский дворец напоминает другие дворцы европейских королей. Каждый соревновался, наверное, по помпезности, по возможности удивить своих коллег, королей других государств и гостей. Поэтому картины, росписи, гобелены, золото.
Это вот тронный зал. Это дворцовая церковь небольшая. И еще целая анфилада комнат, роскошно украшенных, отделанных золотом, деревом, мрамором. Так как дворец был поврежден достаточно сильно во время Второй мировой войны, то много комнат реставрировано, то есть они выглядят не так, как они выглядели в исторические времена. Много мебели и предметов искусства привезены из других мест, из других замков, дворцов, но какие-то помещения остались в историческом первозданном виде. Как и любой дворец, выглядит это все очень помпезно, много роскоши, но поглазеть интересно, приятно. Поэтому еще раз говорю, если будете в Мюнхене, советую сходить, не пожалеете. По крайней мере, я получил хорошее впечатление, положительные эмоции, было очень интересно, познавательно. Так сказать, было куда сходить и было на что посмотреть. К сожалению, времени у меня много не было, поэтому я очень быстро пробежался. Вот эти две башни на заднем плане – это собор Пресвятой Девы Марии, который называют еще Фрауенкирхе. Это самая высокая церковь Мюнхена. Высота ее куполов составляет 99 метров. На башне, на одной из башен, имеется смотровая площадка, куда можно подняться и насладиться видом на город. Друзья, спасибо всем за просмотр. Желаю всем хорошего настроения, удачи, путешествий, мирного неба и до новых встреч.